Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Сегодня мы поговорим о тайнах смерти, о разумном отношении к жизни, умиранию и долголетию, об очищении от страха умереть и поразительном влиянии, которое такое очищение дает. И сделаем мы это вот на каком примере. «Живи до 100 лет», желают мне иногда люди. А я улыбаюсь и спрашиваю их: «Господь меня спаси от такого счастья! За что вы меня так ненавидите, что желаете мне столь невыносимых кошмаров и ужасов?» Смеемся, конечно. Но когда заходит серьезный разговор о том, что я ни в коем случае не хотел бы жить не то что до 100, а даже до 60 лет, я вижу в глазах людей страх, непонимание и неодобрение. Они начинают расстраиваться, считать меня человеком, склонным к депрессии, самоубийству, безрассудству, обесцениванию жизни и черт знает чему еще. Они отфыркиваются, округляют глаза, машут руками, мотают головами, просят меня прекратить говорить глупости и всеми силами стараются перевести тему. Разумеется, ничего из перечисленного во мне нет и в помине. Я очень люблю жизнь в любых ее проявлениях. Наслаждаюсь каждым днем, всеми событиями, приключениями и сценарными арками, которые мы с моей группой родных душ запланировали на это воплощение. И благодарю Бога за то, что у меня есть возможность полноценно жить и работать во благо других живых существ. Я точно знаю, что смерти нет, а значит нет никакого смысла и беспокоиться о ней, а также тратить все возможные силы и нервы на то, чтобы стараться избежать ее во что бы то ни стало. Истинная причина моей позиции в этом. Но я понимаю, что поведение людей, не приемлющих мое мировоззрение и непопулярный взгляд на вопрос продления жизни любой ценой, неважно как, лишь бы как можно дольше, продиктовано всего лишь и исключительно тем, что они очень боятся смерти и проецируют мои высказывания на себя. Нет во мне никаких депрессий, я очень жизнерадостный человек. Нет во мне даже намека на тягу к самоубийству. Более того, вы знаете, что я считаю суицид одной из самых больших ошибок и глупостей, которые только можно совершить в жизни, и даже записал 2 лекции на эту тему в качестве моральной поддержки, недопущения совершения этой ошибки и предложения правильного выхода тем, кто задумывается о том, чтобы наложить на себя руки. Нет во мне и пренебрежения, брезгливости и ненависти к старикам и пожилым людям. Напротив, зачастую это люди, исполненные жизненного опыта и мудрости, у которых есть много чему поучиться. Но во всем должен быть здоровый баланс. Ставить физическое воплощение и выданное для достижения его целей и задач биологическое тело превыше всего – это суть нарушения такого баланса. Цепляться крючьями за материальную жизнь любой ценой до самого конца – в этом нет никакого практического смысла. И дело здесь вот в чем. В какой-то момент, ввиду существующих в плотном мире законов физики, тело становится непригодным для выполнения запланированных задач. Начинает приносить огромное количество неудобств, боли и страданий. Возникает необходимость сосредотачивать все свое время исключительно на поддержании его работоспособности.
То есть все возможности и средства человека направляются не на решение важных задач, не на прогрессирование в чем-либо, а просто на продление воплощения. Примерно так же и некоторые люди, получившие в свои руки власть, даже являясь ранее эффективными реформаторами и любимцами публики, по прошествии лет сосредотачивают все свои усилия и ресурсы, как личные, так и государственные, исключительно на удержании этой власти и забывают о реформах и работе на благо веренной им страны. Таких примеров в истории множество. Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Роберт Мугабе, Антонио Салазар, Фидель Кастро и другие. Все они, начав с замечательных тектонических преобразований, бурного экономического роста и реформ на благо народа, затем властвовали ради самой власти и порождаемых ею материальных богатств, а не ради того, чтобы употреблять ее на решение тех или иных общественных задач. В итоге государства, находящиеся в руках таких правителей, всегда деградируют, а их граждане бессмысленно и бесцельно страдают. То же самое и с существованием любого воплощенного человека на Земле. Однажды наступает момент, когда жизнь продолжается только ради еще одного дополнительного дня пребывания в материи, и на это тратятся все возможные ресурсы и силы. Делаются операции, уколы, поедаются горсти таблеток, производятся бесконечные анализы и обследования, испытываются огромные мучения в обмен на этот еще один день. Я искренне не понимаю, зачем это нужно. Во всем должен быть баланс, а любой процесс должен иметь смысл и приносить пользу. Только представьте, что это за жизнь в 100 лет. Постоянные боли, хронические заболевания, тяжесть, вечная усталость и утомляемость, невозможность нагнуться и выпрямиться, подняться на пару ступеней вверх по лестнице, костыли, инвалидные кресла, обязательные диеты, стомы, кало- и мочесборники, множественные ограничения и так далее и тому подобное. В огороде не поработаешь, в доме не уберешься, любовью с красивыми, умными и приятными людьми не займешься, долго не погуляешь, не побегаешь, не попутешествуешь, книгу не напишешь. Даже толком на окружающие красоты не посмотришь и хорошую музыку не послушаешь, потому что органы зрения и слуха уже почти не функционируют. Это же настоящая пытка. А мы желаем такой пытки людям и искренне уверены, что это доброе пожелание. Нет же. Мы делаем так только потому, что боимся смерти и всячески гоним от себя мысли о ней. А в этом случае делаем это еще и за счет других, то есть в очередной раз проявляем собственный эгоизм. Желать человеку жить до 100 лет значит обрекать его на пытку и невероятные мучения под действием собственных страхов и заблуждений. Наши тела попросту не рассчитаны на такой срок годности. Живи столько, сколько тебе нужно. Вот доброе и правильное пожелание. Потому что это «сколько нужно» у каждого из нас свое. Каждый человек уникален и неповторим. У каждого своя история и свой разумный срок. Кто-то пришел на Землю с целями и задачами, которые он выполнит за 22 года, а остальное время будет помогать своим оставшимся родным и направлять их к решению их собственных задач из потустороннего мира. Кому-то действительно нужно 80 лет и множество попыток, чтобы сбросить с себя морок материи и открыться духовному прогрессу. А кто-то идет, что называется, по середнячку, и ему вполне хватит 50 лет, чтобы все успеть и двинуться дальше. Когда-то давно моя бабушка громогласно заявила: «Я уже устала жить, пора и честь знать». Все члены нашей семьи тогда пришли в ужас и стали произносить пресловутые мантры: «Ты что такое говоришь? Даже не думай, ты еще всех нас переживешь». Теперь я прекрасно понимаю ее слова. Моя самая любимая и близкая душа, уже знакомый постоянным зрителям канала Даня,
к ужасу всех своих родных с самых малых лет тоже частенько говорил, что не задержится здесь на слишком долго и покинет этот мир молодым. Как вы знаете, так и вышло. И я с самого детства знал, что не хочу жить дольше 50, максимум 60 лет. Я уверен, что этого срока более чем достаточно, чтобы решить все запланированные задачи на текущем отрезке вечной жизни. Более того, если внимательно посмотреть, то становится очевидно, что наше тело изначально и создано с расчетом плюс-минус на этот срок годности. За пределами 50 лет в организме начинаются изменения, которые это наглядно показывают. К примеру, хрусталик в глазу рассчитан примерно на этот срок, и после 45 начинает сильно уплотняться и мутнеть, закрывая возможность нормально обозревать этот мир. То есть одну из самых важных возможностей человеческого тела. Да, люди научились менять хрусталики и искусственно продлевать срок годности глаза. Но факт остается фактом. Природно человеческий глаз не предназначен для того, чтобы полноценно и эффективно работать более 45-50 лет. И таких примеров множество. Я не буду сейчас приводить их все или сколь-либо долго останавливаться на этой теме. Кому это будет нужно, тот легко загуглит и найдет эту информацию. Важно отметить, что несмотря на эти свои убеждения, я никогда не считал глубокими стариками тех, кому за 30, и не относился к ним пренебрежительно и надменно, как к динозаврам, как это часто делают многие современные молодые люди. Наоборот, я всецело тянулся к общению с ними, к их знаниям и мудрости. Но я всегда понимал, что есть порог физической жизни, за который я переходить не хочу ни в коем случае, просто потому, что для меня это не имеет смысла. Мне всегда было важно проживать каждый день, успевая сделать в нем что-то полезное, важное и интересное, и сохранять при этом эффективность и баланс. Как только этой возможности не станет, или она будет значительно ограничена, не станет и смысла мне оставаться здесь. Я знаю, что в тот же самый миг за мною и придет смерть. И это произойдет внезапно и легко, само собою, самым естественным образом, без особой боли, страданий и мучений. Как, например, это было у моего дедушки, который жил-жил, а потом в один день внезапно упал замертво от мгновенного обширного инфаркта, и все. Так и бывает, когда ты сделал все, что запланировал, корректно устроил свой внутренний мир, прокачал свой дух, исполнился любви, добра и неравнодушия, нашел себя, обрел спокойствие, невозмутимость и умиротворение. При этом, каким именно образом это произойдет, не суть важно. Сердечный приступ, инсульт, онкология, катастрофа, несчастный случай, смерть во сне и так далее – без разницы. Я понимаю, что нахожусь в заключительной фазе своего нынешнего воплощения, и в любой момент передо мной может раскрыться дверь, ведущая к новым горизонтам, новым свершениям и новым приключениям. И когда эта дверь откроется, я не буду бояться, переживать и страдать из-за того, что дни моего пребывания в мире плотной материи в очередной раз подошли к концу. Я проследую в эту дверь с огромным воодушевлением и удовольствием, радостно приветствуя раскрывающийся передо мной мир, его новые возможности и ожидающее меня впереди. Сколько лет жить вам, друзья, и к каким жизненным срокам стремиться, это вы смотрите и решайте сами. Я озвучил вам лишь мой собственный взгляд, который никому не навязываю, потому что, как я уже неоднократно говорил, все мы разные. У вас свои истории, свои пути, свои задачи и свои взгляды, которые могут подразумевать совсем иные сроки и приоритеты. Но вот чего я вам точно и совершенно искренне желаю, это такого же спокойного, невозмутимого
и позитивного отношения к собственной смерти, как у меня, как к естественному, неизбежному и регулярно повторяющемуся этапу вашей вечной жизни, без страхов, тревог, постоянной фиксации на ней и постоянных же попыток избежать ее любой ценой. Потому что именно такое отношение к смерти позволяет жить полноценной, радостной и замечательной жизнью всегда, везде, в любых условиях, в любые времена, в любых измерениях и на любых планетах. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела сообщества. А ответы на них я как раз и даю в Телеграме в порядке живой очереди. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.